друзья, те, кто случайно зашел на этот канал, и те, кто уже не первый раз, я вас всех приветствую. Сегодня решил записать видео, долго тестировал то, что мне пришло. И судя по названию этого подкаста, вы понимаете, что речь пойдет о тех гаджетах, которые я купил и которые я могу уже с точностью порекомендовать или не порекомендовать для того, чтобы использовать с моей камерой Insta360. Сейчас это одна из самых популярных камер, и, как вы знаете из моих последних подкастов, я ее приобрел в Пизе вместе с моей супругой, и вместе с камерой был приобретен селфи-стик, который Invisible, и он действительно работает, и это действительно интересный селфи-стик, но у меня возникла такой вопросик, так сказать, и что мне очень захотелось приобрести еще, это некоторые другие, мне так показалось и кажется, полезные вещи, которые я могу использовать для этой камеры, для того, чтобы с ней вместе снимать все мои обзоры и видео более интересные и более, так сказать, беспрерывно и хорошего качества. Самое главное, хорошее качество. И я думаю, с чего бы мне начать? Ну, начну я, например, с того, что какие были минусы для меня самой камеры. Минусов по съемке обнаружено не было, кроме работы самой программы, достаточно такой какой-то прерывистой. Но через какое-то время, когда я сделал обновление на программу на компьютере Insta360, она вроде бы перестала тормозить. Но то ли еще будет, я буду изучать этот вопрос, и если будут какие-то продвижения, буду обязательно вас об этом информировать. Так вот, когда я записывал тогда на камеру, то к моему неудовлетворению или как, и все равно она много очень снимала, долгое время. Я обнаружил, если вы помните из моего предыдущего обзора на саму камеру, кто не смотрел этот обзор, ссылка будет предоставлена ниже, вы сможете перейти по ней посмотреть. Я обнаружил, что уже обойдя город Пизу, придя в Пизу и обойдя уже саму Пизанскую башню и посмотрев все интересные вещи, которые там были, я обнаружил, что, оказывается, батарейка-то совсем закончилась. То есть я сделал вывод, что батарейка плюс, наверное, погода жаркая тогда была, теплая, все это сыграло какую-то роль, и в конечном счете батарейка очень быстро села. Но я был очень обрадован тому, что у меня с собой был пауэрбанк, и о удивление или не удивление, я подсоединил пауэрбанк, и батарея самой Инсте очень хорошо зарядилась, и я смог на нее продолжать снимать, когда мы с моей супругой Оксаночкой возвращались уже назад, после того, как поели итальянской пищи в очень интересном живописном ресторане. Поэтому, наверное, я начну с того, что мне захотелось сразу же приобрести. Я понял, что это можно сделать. Запасные батарейки, так сказать, аккумуляторы, которые будут вставляться в эту камеру. Начну с того, что в Европе и в той же самой Италии, да и вообще, даже и в Америке, где я сейчас нахожусь, купить какие-то гаджеты и много гаджетов, приспособлений к самой Инсте, оригинальных от компании Инсты, оказалось не очень-то и легко. То есть даже сама камера в магазинах Best Buy действительно оказалась во многих только по предзаказу, а на витрине был выставлен только образец. Я поэтому был очень-очень обрадован, когда я все же обнаружил это и понял, что я купил эту камеру уже в Италии, и мне не надо об этом волноваться. Второе, разброс цен, конечно, был, но несущественный с американскими ценами, с ценами в медиамаркете. И третье, и самое основное, что я обнаружил также и в Италии, и потом я пошел в Best Buy, специально ходил, особо-то гаджетов не было. Были специфические, но пока я их не стал покупать, это, допустим, кейс для того, чтобы ты нырял под воду вместе с Инстой. Я его не стал покупать. Был один также стик, который я вам уже показывал, легкий, хороший,
у них очень хорошего качества, и у меня он есть. Зачем мне его было еще покупать в Best Buy? Поэтому, когда я уже загодя шел в Америку, и у меня была возможность связаться с поставщиком, он мне смог заказать многие вещи из интернет-магазина самого Best Buy. Об этом я вам сейчас расскажу, что оттуда я без особого труда смог заказать, ну, немножко переплатив, не буду говорить даже сколько за доставку мне этого всего, когда я пришел в Америку. Но главное, чтобы все уже доставлено и все было. И с чего мы, значит, начнем? Начнем мы с того, я сразу же похвалю все сразу же одним большим плюсом, и буду рассказывать о плюсах и о минусах, которые я уже обнаружил. То есть не будет распаковки, я покажу упаковку, но чтобы вы поняли, все, что я вам буду показывать, уже было распаковано и мной опробовано. Я не люблю такие, как бы сказать, обзоры, где будет распаковка и все. И потом, или там, допустим, обзорчик распаковал эту камеру или что-нибудь еще, и после этого пытается вам рассказать о том, какая она чудесная, какая она не чудесная. Это говорит мне о том, что, значит, человек или проплачен, простите, или он халатно относится к тому, что советовать или не советовать своей публике. Я такого делать не хочу, поэтому я скажу так, что я, конечно же, год не пользовался всем тем, что я вам буду показывать. И некоторыми вещами, кстати, до сих пор еще не воспользовался, к счастью, потом поймете почему. Но многими я попользовался, посмотрел, повертел, это уже прошло 10 дней, более, даже 2 недели, и я решил, что все же ладно, я покажу людям, что это такое, что я приобрел для Инсты. Во-первых, я хочу сказать один плюс общий для всех гаджетов Insta360. Большой респект за то, как они упаковывают свои товары, как они относятся к мелочам. Это, конечно, очень радует. Большой респект о том, что камера сама очень хорошо собрана, очень качественно. Но и гаджеты, которые я к ней купил, они тоже прекрасные, хорошо собраны, очень качественные, просто мега качественные. И теперь расскажу, как я смотрю на них, как я использую, доволен я или недоволен ими, и поделюсь своим мнением. Не буду показывать близко, как распаковку, буду показывать вот с такого же расстояния, чтобы вы это видели и могли представить, что это за гаджет и какой у него размер, и как он выглядит, будем говорить. Буду делиться своими впечатлениями. Как и всегда в моем подкасте, я прошу тоже поставить мне лайк или дизлайк моему видео. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Это будет способствовать продвижению канала в YouTube. И начнем мы с чего? Начнем мы с батареи. Я решил не мелочиться и заказать 2 батареи для инсты. Но как их заряжать? Допустим, вы пользуетесь инстой в это время, а где эти батареи будут лежать? Поэтому я сразу же пошел и посмотрел. Да, для камеры Insta360X5, кроме самих батарей, которые предоставляются и можно купить, литий-ионных батарей, можно также купить само зарядное устройство. Поэтому сейчас я начну сначала с батареи. Вот они, батареи в таких вот коробках они поставляются. И когда я раскрыл, я был очень-очень удивлен. Сейчас покажу. Вот я раскрываю коробку и сейчас покажу, чтобы вы поняли. Ну, во-первых, сама коробочка, она из очень качественного картона. Тут всякие бумажки, инструкции. Посмотрите, как сама батарея упакована. Вот она упакована прямо в такую пленку. Я думал, ну ладно, наверное, это и есть батарея. Вытаскиваю ее оттуда. Вот сейчас отложу это в сторону. А в середине коробки еще одна такая вот пластиковая коробка. Притом очень-очень с надписью Insta360. Очень такого хорошего качества. Потом я открываю. И вот здесь вот я обнаруживаю саму батарею. Кроме того, что тут есть для батареи, здесь есть 2 отсека для карт памяти. Я саму, конечно, картонку таскать не буду, но 2 эти коробочки, они настолько качественные и классные, что у меня рука не поднимается их выбрасывать. Поэтому я буду их использовать. Вот. То есть я купил 2 батареи, которые находятся в таких вот коробках. Каждая батарея литий, и
она точно такая же, как и в самой Insta360, то есть, как вы поняли, помните, я вчера это, ну, в том подкасте рассказывал, съемки будет хватать на самой Инсте. Я снова не буду говорить о цифрах, сколько там миллиампер, мегаампер или что-то еще находится. У нас и сайт называется «Просто о сложном». Я могу, так сказать, авторитетно заявить, что батареи этой будет хватать на полдня съемки, немножко, может быть, меньше. Теперь у меня находится 2 батареи таких. И каждая батарея будет снимать полдня. То есть, если я где-то возьму эту камеру и захочу снимать целый день, у меня теперь в самой Инсте стоит, уже будет заряженная батарея стоять, да еще 2 этих. То есть, у меня на весь день с гаком я могу снимать на камеру, лишь бы хватило, ну, карты памяти. Карта памяти стоит скоростная, хорошая, как я вам говорил, туда надо ставить хорошую скоростную память, не жалейте на это денег. У меня стоит, все говорят, начиная там с терабайта. Ну, к сожалению, я тогда не мог купить терабайт. Может, сейчас в Америке куплю на терабайт microSD, ну, скоростную. Но я купил, и у меня карта находится всего лишь на 250 гигабайт. Я снимаю все равно в режиме не 8К, а 5 плюс K, для того, чтобы работал Auto HDR и цвета, чтобы были хорошие. Потом все равно я сжимаю и выкладываю в YouTube Full HD. По моему мнению, до сих пор люди еще не созрели, многие даже на 4К. То есть не везде есть хороший интернет, допустим, как у меня дома, который потянет ролики 4К. А если были бы 8К, там и интернет и эти ролики потянул. Поэтому я снимаю в хорошем очень качестве, для того, чтобы была хорошая детализация. И после этого, когда сжимаю, без потери детализации, я могу это выкладывать на YouTube. Это вот такое мое личное мнение. 8К, конечно, хорошо снимать какие-то видео и потом самому смотреть, перерабатывать, делать. Но пока я этим не занимался. Ну, будем смотреть, будем делать. Значит, 2 батарейки, 2 упаковки с батарейками, 2 батарейки. Сейчас я вот вторую батарейку я уже достал. Я сейчас просто упаковку достану из этой коробочки. Потому что коробки сразу же идут в мусорник, честно вам скажу. Ну, они мне не нужны, сами коробки. А вот эти вот пластиковые контейнеры, ну, очень качественные. Мне рука просто не поднимется их выкинуть. Как говорится, пригодятся в хозяйстве. Вот. Все. С этим мы разобрались, я отложу в сторону. Батареи понятно. Теперь зарядное устройство. Вот тут у меня было, с одной стороны, у меня было очень, так сказать, положительные мнения о том, как это работает, да, и что это за такой чарджер. Во-первых, этот чарджер представляет из себя еще, когда вставляешь батарейки, как бы powerbank. То есть ты можешь заряжать батареи и через него еще и заряжать, например, саму камеру. То есть 3 батареи можешь разом заряжать. Как это устроено, сейчас покажу сам чарджер. Естественно, тоже я его доставал. Мне досталось в комплекте еще с этими инстами, со всеми наклейки. Мне показалось уместным ее наклеить вот сюда. Тут ее не было. Вот он сам чарджер. Вот таким образом он выглядит для Insta360. Естественно, сюда давался кабель Type-C. И потом ты куда хочешь, ну, под зарядку ставишь, которые есть. Поддерживает высокоскоростная зарядка. И теперь вставляешь сюда батареи. Вот, батарея вставляется в такие слоты наверху. Ну, там надо вставлять, и тебе не дадут поставить неправильно. Раз, и она защелкнулась. Здесь вот сразу же засветился такой фонарик. Ну, лампочка, простите. Снова вторую батарею вставляю. Ой, вставил неправильно. Так, он не дает мне вставить неправильно. Сейчас, ребята. Во. Снова раз, снова засветился, показывает, что заряжена батарея. Здесь посмотреть, чтобы не было бы вот этих красных флажков, значит, закрыто все. Теперь сзади находится также вот слота под карты памяти. Сколько людей карты памяти носят с собой? Ну ладно, пускай. Будет у меня тут запасная карта памяти, а то и 2, и 3 стоять. Можно, у меня есть 250 гигабайт, допустим, с собой. И сейчас, если пойду где-то в магазин, не покупать сразу терабайт, а покупать, допустим, снова
2 карты по 250, к примеру. Ну, посмотреть, так сказать, коммерчески, что будет более выгодно, но в принципе можно купить еще 2 карты и поставить сюда. В контейнер не знаю, ну, это уже вообще не знаю. Прям целую кучу их надо покупать. Теперь давайте сразу же, чтобы я об этом не забыл, и так как я рассказываю о том, как я пользуюсь всеми этими гаджетами, то есть еще раз повторюсь, что сборка просто на высоком уровне. Пластик прекрасный, видно, что это не дешевка, хоть это и Китай, видно, что это не дешевка. Но теперь я хочу показать, и может быть кто-то из инсты посмотрит и увидит эту недоработку. А может и люди, которые начнут покупать этот товар, они скажут: ого, мне такое не нужно. И об этом вам никто не говорил. Значит, можно заряжать ее саму и использовать этот Type-C, да? А можно заряжать еще телефон. А каким образом? А у него, я вообще был обалдел, когда увидел, вот есть вставной провод, тоже Type-C. И вот посмотрите, какой он длины. Первая длина. Второе, толщина самого разъема. Вот у меня сейчас телефон находится, к примеру, если вы говорите про телефон, чтобы зарядить, в таком кейсе, что просто туда не залазит. Да, к самой камере подключить. Если я к самой камере возьму, сейчас подключу его, я уверен практически, что он тут же начнет заряжаться. Сейчас посмотрим, приват прям делаю. Он туда влазит или нет. Сейчас. Угу. Угу. Да, вот видите, зарядка пошла тут же. То есть, подсоединив сюда, я могу заряжать 2 вот этих вот. Если же я не хочу менять и хочу воспользоваться как повербанком тем самым, я могу воспользоваться, не таскать повербанк, а прямо ей, для самой инсты. Но знаете, что если у вас такой чехол широкий, чехол какой-нибудь, как у меня, с углублением, где подзарядка для него, для телефона, у вас это не влезет туда. Вот именно вот эта пластмасска не влезет. Конечно, может какие-то переходники уже делать и так далее, но это уже, так сказать, некрасиво будет. Но идея хорошая. То есть это, конечно, минус, но это не такой минус, из-за которого, ну, надо очень сильно переживать. Ну и ладно, типа, не буду заряжать телефон от батареи инсты. Зато есть 2 батареи. А вот теперь самый главный минус. Вот видите, батарейки вставились туда. Аккумуляторы, простите, вот они стоят. Я вот хотел бы узнать, и я смотрел везде, и инструкции, когда я их туда засунул, думаю, как они вытаскиваются оттуда? Почему нету вот такой как бы флажка, на который ты нажимаешь, и при открытых этих 2 штучках они выскакивают? Это раз. Второе. Там нету реально никакого механизма, который выталкивает батарею. Что происходит? Сейчас вы меня поймете. Ну, ладно. Допустим, я взял и открыл эту батарею, вот так вот расщелкнул, и вот теперь я буду и щелкать, и тащить, мне даже не за что схватиться. Нонсенс. Она там сидит, даже если я, вот смотрите еще раз, чтобы вы меня поняли. Вот, я ее туда посадил. Вот, она у меня закрылась. Все, сидит там. Теперь я беру на ваших глазах, отжимаю эти. Но она не выскакивает, гадина. То есть, что я должен делать, умудряться? Я должен и вот этих 2 флажка отжимать. Сейчас. 2 флажка отжимать, чтобы они были красными. И еще и выталкивать саму батарею. Это вообще кто придумал? Инста. Вы делаете такие хорошие продукты, притом не дешевые, правда. И вы не подумали об том, батарейку засунули. А вот попробуйте ее. На ходу это вообще забудьте. Вы ее выроните, и у вас все разобьется. Вам надо где-то сесть. Желательно взять еще одного человека в помощь. Один будет отжимать, другой вытаскивать. Не просто минус, а жирный минус, когда я это увидел этому продукту. Это хорошо заряжает, хороший пластик, прекрасные батарейки, хорошее исполнение. А вот это что было? Я вообще не пойму.
Почему нельзя было придумать, еще раз повторюсь, какую-то кнопку, флажок, что когда у тебя эта батарея в середине, она там защелкнулась, потом ты нажимаешь, и она выходит. Этих два флажка я понимаю, мы их используем на самой инсте. Но когда на инсте я их отжимаю, батарейка немножко отпрыгивает, и я могу ее вытащить. Почему здесь такого нету? Меня это поражает, и это большой минус. Я не расстроен сильно, я купил и буду пользоваться, естественно, но это неудобство. Я сразу говорю, это неудобство, и вам это никто из обзорщиков не скажет. Вот это батарейки две, и вот это зарядное устройство, которое я купил для Insta360. Идем дальше. Вы помните, я купил такой маленький штатив, который небольшой. Больше ничего не было. А мне уж шибко хотелось этот Invisible Stick. Он легкий, он маленький, он вообще в карман помещается. И я подумал, так, поеду, ой, простите, где-то найду еще стики. Я знаю, что еще типа 2 или 3 типа стиков Insta выпускает. Есть вообще интересный, который складывается вместе с камерой и в карман ложится, и с пультом управления даже. Его я совсем нигде не видел, да и как-то я к нему так себе отношусь. На обзоре человек показывал, что он ее складывает, говорит, ой, как она легко залазит в джинсы. Сунул в джинсы, потом джинсы вот такие, все выпирает, выглядит, конечно, обалденно. Нет, мне такое не надо, но меня очень заинтересовало 2 типа стиков. Первый стик — это тот, у которого встроенная треножка, а второй стик — это тот, который при съемке будет имитировать дрон 3-метровый. И я такой думаю, блин, будет, не будет. И мне их привезли. И теперь я вам честно скажу, для меня был большой сюрприз. Вот тут у меня был сюрприз очень большой. Потому что я этот стик, который с кнопкой и с открывающимся треножкой, я видел тоже в обзоре. И мне казалось, что он намного больше, чем тот стик, который в основном они предлагают сразу же купить для инсты, который в руке носить. А оказалось, он такой же, при складывании маленький, но при раскладывании он больше. Незначительно, но больше, чем тот стик, который мы использовали. Но самый у него... Так, сколько он тут у нас написано? Да, он 1 метр и 5 сантиметров. Как и этот, да. Но этот у меня маленький и без треножки. И, честно сказать, на данный момент я использую его для подсветки этого видео. Стоит небольшая лампа для подсветки, и он очень удобен. И внизу я к нему прикрутил треножку, кстати, от самой камеры DJI, потому что я на нее сейчас снимаю, на Osmo 3, да. А этот стик, когда я его увидел, я сразу понял, вот он, мой самый настоящий стик, который я и буду всегда использовать. Везде буду брать именно его с собой, настолько он удобен. Упакован в обычную картонку. Прекрасно проложена вот этой вот такой вот этой мягкой пластиковой штучкой. Сверху как бы запакован так, чтобы он не шевелился в середине. То есть упаковка достаточно простая, но качественная. Ничего не могу сказать. Не какая-то бумажка там или что-то еще. Даже картон качественный. Снова картон в сторону. Вот он стик. Смотрите, какой он маленький. Он точно такой же, как тот, который я маленький купил. Он единственное, что по диаметру побольше. И у него, естественно, как на маленьком стике, нету закручивающей резьбы. Почему? Потому что он, так говорю, мало того, что он невидимый, он еще и Magic. То есть я нажимаю, оп, и вот она тренога. Теперь я его... Вот он уже выдвинулся сам. И теперь я его дальше выдвигаю. Очень устойчивая и очень большая тренога. Он на метр... О, видите какой? На метр выдвинулся. Я могу на него поставить не только, даже я вам скажу, инсту. Я могу поставить и камеру потяжелее. У него, конечно же, это резьба в конце. Собран он не просто... качественно. Это даже мало сказать, что качественно. Как и все у инсты, собрано он просто замечательно. И этот стик, если вы будете видеть между маленьким стиком, тонким, и вот этим, что брать, я сразу рекомендую вот этот, если у вас не хватает ресурсов на 2. То есть
Я-то взял 2, и второй у меня сейчас используется для подсветки, для чего-то еще вот такого. Для того, чтобы камера на нем висела. Вторая, если я захочу с 2 камер сразу снимать. А чтобы брать в город или где-то снимать и поставить, и вы не хотите что-то большое с собой брать, вот этот я тут же рекомендую брать. Он тут же у меня прикручивается как основной стик к самой камере. И вот прекрасный и хороший стик получился, да? Это второе, что я купил. Третье, и то, что я очень хотел, и, честно сказать, боялся, что этого не будет, это гигантская бандура. А это стик на 3 метра. Я уже им снимал, поэтому я посмотрю и выложу даже, наверное, к этому видео пример. Вы его сейчас, наверное, увидите в окне вырезанном. Это пример, я снимаю, как высоко этот стик идет и как он снимает. Конечно же, к камере в это время вы должны подключить микрофон. Я DJI, допустим, подключу микрофон, потому что микрофон на этой высоте не уловит. Но поразительно. Он действительно делает такую как бы картинку, которая сделана с дрона. А мы знаем, что во многих странах дроны нельзя с собой брать. А хочется иногда снять с большой высоты, чтобы вы видеть полностью все вокруг. Чтобы видеть очень интересно, когда вниз. Интересные можно делать видео, и очень интересные можно делать видео и в походах и так далее. То есть мне он очень понравился, но когда я его открыл, то я был очень снова приятно удивлен. Сейчас откроем. Он снова упакован по принципу, что вот такой вот квадрат стоит, чтобы этот стик не бился. Вытаскиваю. Ну, такая же вот эта вот пластиковая штучка. В конце там тоже стоит такая же, чтобы он не бился. Выкидываем. И вот он карбоновое чудо. Я сейчас даже не стал снимать вот эти вот предупреждения. На нем стоят. Что за предупреждение? Сейчас я вам прочту. Он, вероятно, электропроводим. Наверное, я так думаю. Потому что он настолько... Ну да, если он карбоновый, то он будет, наверное, все же это. Называется он Sirius, вот здесь написано. И вот здесь пробита Insta. Вот такая наклеечка на нем. Осторожно, веера не зацепляйте, а то вы получите прическу с начесом. Не дай бог. Ну, если 400 с гаком, то это будет посмертная прическа. Не нравятся мне эти стики, сниму я его тоже. Просто для вас держал, показать, какой стик находится. Теперь немножко о самом изготовлении. Изготовление, снова я говорю, ребята, оно просто фантастичное, честно говорю. Это вот прекрасно он выдвигается, он такой карбоновый действительно. Он, несмотря на то, что он выглядит таким массивным, он не выглядит очень и очень тяжелым. То есть нормально его вот так вот уперешь в руку, под руку, ты его можешь держать или наверх вот таким образом. Тут, как всегда, это ручка, которая антигрипповая, нормальная. То есть стик достоин уважения. Мне вообще, если честно, до этого никогда не было селфи-стиков никаких. Относился к этому я достаточно скептически, снимать себя на стики-палки. Но эти мне понравилось тем, что, вот говорю, снимаешь, а стика самого не видишь. То есть сделано так, что камерой, что именно когда оригинальные прикручены, не видно. Но я вам скажу так. Я к моему маленькому селфи-стику прикрутил треножку от камеры DJI, а не от самой компании Insta. И потом на съемках я видел, стика нету, а сама треножка стоит. То есть тут какая-то хитрость. Я не знаю. Пока еще не разобрался, если честно, как они это сделали. Но, наверное, какие-то технические хитрости есть. Вот такой стик. Скажу так. Все там его что-то испробуют на изгибаемость вперед, на что-то еще. Я при умеренном ветре поднимал этот стик достаточно высоко.
для того, чтобы посмотреть потом, как он снимает, чтобы вам рассказать. Ничего у меня нигде не гнулось. Все нормально он снимает. Я выложил видео внизу, как он снимает. И вы посмотрите в отдельном окошке, ну, короткое видео, как я с ним снимал. Он снимает, выдвигается на высоту в 3 метра. Ну, вы знаете, но ощущение он как-то делает, что не 3 метра, а все там 23, грубо говоря, метра. Очень снимает и очень вообще фантастично получается. Я очень доволен, что он у меня есть. Буду теперь его всегда брать. Как все 3 стика, я буду вот этих вот 3 стика, я буду всегда их брать с собой везде, в свои путешествия и на работу, и с помощью них снимать интересное видео. А я вам заговорил про треногу. Предыдущая у меня тренога раскладывается, она очень устойчивая. А на маленькой стике, на другом, который я первый купил, я ставлю треногу, вот, допустим, для подсветки. От DJI маленькие треноги достаточно хватает. У DJI стоит другая телескопическая тренога, вот сейчас вот, и тоже этого хватает. А вдруг у меня в голове, я подумал, что-то случится, и я захочу этот стик, ну не на 3 метра, а на сколько-то выдвинуть, оставить, если ветра нету, или как, чтобы он стоял вертикально, и снимал меня издалека, я буду на камеру. Идея интересная, мне понравилась, но сначала я думал, это никто не показывал, и только на одном, не помню, каком ролике я наткнулся, где показали стик вот так вот, и я увидел чудо-крутилку, куда можно вкручивать любые треноги, и подумал, блин, хорошо бы еще DJI выпускал отдельно треноги. О чудо! Они выпускают треноги. Они выпустили треногу тоже, чисто треногу. Сейчас я вам покажу. Снова упаковка на высшем уровне. Снова прекрасно она собрана. Сама по себе настолько качественно собрано все. Она не пластмассовая. Это алюминий. Смотрите, как она раскладывается. Очень широко. Вот так вот становится. Здесь прекрасные антигрипповые резиночки. И для чего она, значит, мне нужна? А она мне нужна для того, чтобы я накрутил ее на вот этот большой стик и мог поставить его. Вот тут уж точно я могу не только инстакамеры закрепить, а могу даже большую камеру какую-нибудь прикрутить. Я почти уверен, если, конечно, ветра не будет, что он ее удержит. Так что прекрасно тоже пришла идея. Прекрасно пришла идея, что мне надо купить эту треногу. И теперь делаю заключение. Видео получилось так подряд, на одном дыхании сделано. Потому что я как бы сначала испытал, подумал, приготовился, в голове все осмыслил. И сразу же вам все это выкладываю. Давайте сделаем вывод по этим гаджетам. И потому, что бы еще нужно для инсты. Я надумываю, что мне вот как раз супруга заказала и дома лежит, или она мне привезет, это защиту для самой камеры. То есть такой алюминиевый фрейм, куда камера вставляется. Я тоже покажу на него обзор, когда она придет. Мне показалось нормально. Но если он мне не зайдет, хотя вряд ли, наверное, он все же крутой и классный, а если он не зайдет, буду использовать, еще пришел такой жесткий чехол на зипе, куда инсту ложит. Тоже вам покажу, когда мне жена привезет его. И также пришел классный колпачок резиновый. Это для чего? Для защиты стекол. Если все же я буду использовать алюминиевый вот этот фрейм, он не залезет ни в одну из других вот этих вот кармашков или чего вот для инста дала с собой. Или я купил, тогда он не влезет туда, сама камера. Но за сами линзы я буду переживать. Поэтому я их буду закрывать таким тоже каучуковый такой колпачок, который сверху 2 камеры закрывает. Ну, не дай бог, я подумал, если же у меня вдруг что-то случится, я зацеплю, каким-то образом у меня разобьется эта линза. Что же делать? А надо вот что делать. Надо, господа, купить кит
для замены линз. Тут я даже не постесняюсь, скажу, стоимость $30 мне обошелся один кит. И тут я даже не знаю, я его не использовал, слава тебе, Господи, или кому еще слава, у меня ничего не билось. Тут я коробочку не буду выбрасывать, я так и повезу. Почему? Потому что здесь сказано, хорошая инструкция выдана, как этот линзу менять. Она прямо вот в коробочке так классно, вот таким образом она тут вставлена. Просто, ну, бомба. Они продумали, упаковали полностью все. Сейчас покажу, что еще там входит. Входит, вы представляете, перчатки даже. Входит такая вот, как бы ее назвать покультурнее, клизмочка, не буду ее открывать, которая всю пыль выдует. Входит в этот наборчик, я так предполагаю, что сама линза, она в таком вот, не буду открывать, ребят, потому что, ну, пока у меня ничего не сломалось, надеюсь, не сломается. Но если сломается, тут же сделаю обзор прямо на ходу, как я буду менять линзу. И входит сам кит, то есть сама приспособа такая, которую будешь ставить, выкручивать и вытаскивать, и ставить эту линзу или вытаскивать битую линзу. Ну, там будет видно, как делать. Я буду действовать по инструкции. Вот мне кажется, то же самое. Упаковка сделана прекрасно. Тут всякие силиконы, тут перчатки упакованы, всякие палочки, которыми что-то чистить, поддевать. Все это находится очень аккуратно сделано. И вот, кстати, это одна из вещей, по которой мне Insta очень понравилось, что без помощи сервиса, я купил 2 таких коробки, вот показываю одну, но я купил 2 на всякий случай. Ну, я всегда с запасом все делаю. И вот тут даже нарисовано, как это делать, тоже примерно, да. И одна из вещей, почему я купил такую камеру, вот эту вот именно Insta360 X5, а не X4, к примеру. X4, конечно, тоже и по техническим характеристикам тоже отличается от X5 тем, что к ней есть вот этот replacement lens kit, с помощью которого я смогу поменять линзу без всяких проблем. И это будет сделано мной самим, тогда, когда мне удобно, быстро и без помощи сервиса. А вы знаете, ну что в камере еще? Если я ее, конечно, не закрыл, плотно и в воду уронил, ну такое предположить, конечно, это плохо. Но в основном я слежу, смотрю, да еще я куплю еще один чехол для нее. И надеюсь, она мне будет служить долго и упорно. Как сама электроника, так и сама камера. И только единственное, что ты можешь задеть и разбить эту линзу, не дай бог, на это у меня вот есть вот такой вот, так сказать, кит. Что я не заказывал, хотя тоже мог бы заказать и купить. Это я не заказывал присоску, на которой накручивается линза. Допустим, ты ставишь на машине сзади, стик небольшой выдвигаешь на присоску и снимаешь движение машины. Честно сказать, испугался бы так закреплять на машину. Едешь, тряхануло, присоска отвалилась, и вместе с присоской камера за 5 сотен улетела куда-то под колеса другой машины, и ты с ней распрощался. Не буду такие эксперименты делать. Наверное, не стал покупать, но если у меня захочется, допустим, какой-то велосипед или скутер или что-то, и захочется на него какой-то крепеж купить, это можно купить не обязательно для Insta360. Много есть креплений, которые ты закручиваешь прямо на ремень, на руль, допустим, потом накручиваешь и едешь. Много для нее продается. Люди покупают там крепление на грудь, не увидел, и пока не знаю, буду ли я покупать крепление там на шлем, мне это не надо. Крепление даже есть такое, как на наплечнике самого рюкзака. Ну, если увижу, может быть, куплю, специально не буду гоняться. Но вот тот кит, который я купил, то есть у меня сейчас 3-метровый стик, прекрасные можно делать кадры, стик с выдвигающимся треножкой, прекрасная вещь.
для съемок блога, везде может пригодиться. Небольшой, маленький, легкий, можно с собой таскать. И совсем маленький стик, который я купил в самом начале, который мне подарил кучу эмоций, который позволил снять очень красиво саму Пизанскую башню, который позволил снять и запечатлить, и потом смонтировать блог, и понять, как это все работает. Вот этот набор плюс вот этот replacement kit, мне кажется, это те вещи, которые необходимы для покупки к этой камере. Всякие фильтры, не знаю, пока не пробовал, не могу вам ничего сказать. Если я увижу, что это стоит очень дорого, не буду покупать, честно вам скажу. Но если это более-менее нормально и можно ради эксперимента купить, куплю, попробую, с вами поделюсь, конечно, своим мнением. А на данный момент все мои покупки закончились. Я вам все рассказал, что было приобретено для камеры Insta360. Еще раз попрошу вас поставить лайк или дизлайк этому видео. Подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И до новых встреч в следующих эфирах. И спасибо за внимание. Всего вам доброго и хорошего настроения. Прекрасных съемок.